Это видео транслирует пока не самое популярное мнение о принципах получения прибыли в Arena Breakout. Я как автор не пытаюсь задеть чьи-либо чувства или скомпрометировать какого-либо игрока, а лишь донести до зрителя фундаментальное понимание о принципах заработка денег в игре. Продолжайте просмотр, и я обещаю, вы сделаете очень интересные и неожиданные выводы для себя в самом конце. Перед тем, как мы начнем, давайте еще раз зафиксируем то, что дальше речь пойдет не о фарме рейтинговых очков, острых ощущений или чувства собственной важности, а лишь о фарме коинов. Так все-таки, почему самые заядлые любители карты и арсенал едва ли сводят концы с концами? Многие из вас справедливо полагают, что недра оружейного бункера скрывают в себе самый ценный лут, который только может встретиться в игре, и это действительно так. Вы любите смотреть ролики на YouTube, в которых популярные блогеры, буквально живущие на арсенале, добывают 1, 2, а иногда и более 2 миллионов за один рейд. Но так ли они богаты, как вам может показаться? Давайте заглянем в профиля самых известных из них и проверим, сколько чистой прибыли эти ребята получают за каждую попытку выхода в рейд. Все, к кому мы зайдем в гости сегодня, обладают высочайшим личным навыком игры, и за этим действительно приятно наблюдать. Так что если вы еще не подписаны на них, рекомендую это сделать. Приступим. Сейф. Попадая на страницу с личными данными, мы увидим действительно впечатляющий уровень выживаемости для игрока арсенала. 70,5% и множество отметок о нахождении самых ценных артефактов в игре. Но что насчет чистой прибыли? Давайте считать. Делим стоимость хранимого на складе на количество попыток выхода в рейд и получаем в среднем 86,6 тысяч коинов на один забег. Много это или мало? Давайте продолжим собирать информацию. Я не знаю, как читается этот ник, поэтому давайте просто смотреть. Как мы видим, эти ребята не просто одни из самых популярных блогеров в Arena Breakout, но также состоят в одном клане и постоянно играют вместе. Мы видим, как и в предыдущем примере, массу отметок о самых ценных находках, но все-таки давайте залезем к нему в карманы поглубже. 3,7 миллиона стоимости хранимого на 178 проведенных рейдов, что равняется 20,7 тысяч коинов чистого дохода на забег. Как по мне, такой результат может быть оправдан только жестами широкой благотворительности в пользу напарников. Но имеем, что имеем. Эйстрим. Суперзвезда нашей игры, которая радует нас разнообразными гайдами и фишками, в том числе как быстро зарабатывать коины. 1,7 миллиона хранимого на 64 проведенных рейдов, что примерно равно 26,5 тысяч чистого дохода на рейд. Что ж, выходит, Сейд неоспоримый лидер в области фарма арсенала на сегодняшней подборке селебрити игры. Но чем же занимался я все это время? А я с момента выхода игры проводил эксперимент. Что будет, если играть только на ферме в обычном режиме? И вот что из этого получилось. 3 миллиона 300 хранимого. Для справедливости я даже вычту 800 тысяч бонуса, которые я получил за тестирование. И поделив все это на 19 рейдов, получаем 131,5 тысячи чистого дохода на попытку. Это практически равняется всем трем предыдущим игрокам арсенала вместе взятым. Поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, почему, на ваш взгляд, получается такая статистика доходности, а потом проверим, совпало ли это с моей версией. Написали? Так вот, возможно, кто-то подумал, что я схитрил, или это какой-то подлог, или, быть может, я задонатил весь этот склад. Но вы можете проверить историю моих игр, она всегда была и будет открыта. На этом скриншоте вы можете видеть, что из покупок у меня только подписка для расширения склада и лимитов на рынке. На самом деле вся проблема попыток заработка больших денег на арсенале заключается не только в том, что вас могут там часто убивать и вы будете терять снаряжение на сотни тысяч, но и в том, что даже удачные рейды, за исключением редчайших случаев, будут сопряжены с высокими тратами на расходники, такие как боеприпасы с высоким уровнем пробития и множество гранат, хирургические наборы и аптечки большой емкости, покупка различных ключей стоимостью более полумиллиона каждый без гарантии их окупаемости. Ну и, конечно, огромная стоимость ремонта высокоуровневой брони и шлемов, как своей, так и той, что вы отняли у противников. Ведь без ремонта вы не сможете ее продать, а калькулятор суммы в конце рейда не учитывает степень повреждения брони при ее оценке. И вот новичок, немного освоившись, идет на YouTube в поисках интересного и полезного контента, который мог бы помочь преуспеть ему в игре. И натыкается на видео с такими немыслимыми для него суммами выхода на превью и не подозревает, что на этот скриншот могла скинуться лутом вся команда. А до этого была череда неудач вперемешку с успешными рейдами ценой в 100-200 тысяч. И теперь новичок, введенный в заблуждение таким шоу, отправляется на арсенал, вооружившись по его меркам до зубов, где на самом деле его ждут смерть, унижение и тильт, но никак не миллионы коинов, оседающих на складе. Когда в это время он мог бы спокойно зарабатывать свое состояние на ферме, простой и понятной карте, доверху набитой лутом и интересными перестрелками. Да, такой результат может появиться далеко не сразу. Для этого необходимо понимание тактик ведения боя и таймингов на карте, а с этим вам помогут разобраться вот эти видео на канале.
Ну и, конечно, знание, как правильно пользоваться рынком при продаже ваших находок. Об этом вы можете посмотреть здесь. Подходите к выбору обучающего контента критически. И до новых встреч в видео по Arena Breakout.